выпуска про супермощный Kawasaki ZH2. Кто не смотрел, ссылка в описании. Сегодня мы поговорим об одном из его конкурентов BMW S1000R, который был обновлен в 2021 году, через год после выхода монстра от Kawasaki. Все ждали, что баварцы сделают его таким же мощным, как ZH2. Однако BMW признались, что они могли дать ему 200 лошадиных сил еще в 2014 году, когда S1000R только появился. Но это было бы бессмысленно. И в отличие от Kawasaki, по их мнению, не нужно столько мощности в реальном мире. Ей попросту будет невозможно воспользоваться. Поэтому, в отличие от большинства конкурентов в этом весьма спорном классе, BMW решила модернизировать двигатель, не увеличивая мощность, а вместо этого уменьшить общий вес и сделать новый S1000R более универсальным и доступным. По этой причине в последнем поколении S1000R, в отличие от донора S1000RR, нет повышающей мощность системы Shift-Cam, которая по заключению BMW большинству райдеров попросту не требуется и только увеличит стоимость мотоцикла. Используя рядную четверку от текущего RR, обеспечивающую экономию веса на 5 кг, немцы сосредоточились на повышении крутящего момента. S1000R теперь выдает на 10% больше крутящего момента, чем RR в нижней части диапазона оборотов, имея при этом более плавную и широкую кривую крутящего момента, чем старая модель S1000R. Хотя пиковые показатели практически те же. Это 165 лошадиных сил максимальной мощности на 11 тысячах оборотов в минуту и 114 ньютон-метров крутящего момента на 9250 оборотов в минуту. От 0 до сотни S1000R разгоняется за 3 секунды. Максимальная скорость 260 км в час. Однако по многочисленным просьбам в 2023 году была наконец выпущена настоящая M-версия Naked, то есть M1000RR без лишнего пластика и с нормальным рулем. Плюс, конечно же, винглеты, куда без них. Мотоцикл выдает те же 205 лошадиных сил и 113 ньютон-метров крутящего момента, что и спортбайк, а стоит от 22 тысяч долларов. Возвращаемся к обычной версии. Чтобы снизить уровень шума и расхода топлива, который теперь составляет вместо 6,7 литра на 100 км 6,2 литра, а также уровень оборотов двигателя, особенно на крейсерских скоростях, 4, 5 и 6 передачи получили более длинные передаточные числа. В дополнение к более плавному, самоусиливающемуся противоскользящему сцеплению, последнее поколение S1000R впервые оснащено системой контроля крутящего момента двигателя MSR, но в качестве дополнительной опции, которая предотвращает пробуксовку заднего колеса в результате резкого переключения вверх или переключения на пониженную передачу, благодаря электронному управлению. Новые рамы и маятник сделали шасси заметно легче, чем у предшественника. В общем, мотоцикл в снаряженном состоянии теперь весит 199 кг. А если взять M-версию с карбоновыми колесными дисками, то и вовсе 194 кг, что делает S1000RR самым легким в классе. Правда, немцы пошли на хитрость и вдобавок ко всему уменьшили еще и объем топливного бака с 17,5 до 16,5 литров.